Я думаю, все, кто когда-либо читал Гарри Поттера, мечтал оказаться на косой аллее, и я не исключение. Для того, чтобы создать свою маленькую косую аллею у себя на полке, я решила сделать нечто, что на английском ютубе называется booknook, или выемка книги, выемка для книги, неважно. Это такая подставка, которая изображает сцену из книги или фильма или сериала. И первым шагом, конечно, является планирование. У меня не было желания тратить большое количество денег на какие-то специальные приспособления, которые могут стоить аж до 7000 рублей, поэтому я решила использовать картонную коробку. Как вы видите, я подумала, что было бы неплохо сделать ее без крыши, но при этом, чтобы ее боковая стенка легко открывалась. Моя коробка была не особо в презентабельном состоянии, мне пришлось проклеить ее скотчем, и я подумала, что было бы неплохо разместить также огоньки внутри этого букнука, чтобы он светился, как вы, возможно, видели на превьюшке. Изначально моя идея была в том, чтобы устроить также небольшой световой элемент на базе Arduino, чтобы он сверкал разными огонечками, но позже я отказалась от этой идеи. Как вы видите на макете, у меня было 3 основных экрана или 3 основные сценки. Это левая сторона, правая сторона и непосредственно центр или бок, как бы вы сами назвали. Изначально мой план был использовать много-много маленьких окошек, но, как вы позже заметите, мой план все-таки был подкорректирован. Я должна, наверное, сказать, что у меня нет никакого художественного образования, может быть, нету и вкуса, поэтому все мое планирование не то чтобы было псу под хвост, но да. То, что вы видите сейчас, это мое видение того, как должна была выглядеть задняя стенка. Мне очень хотелось, чтобы косая аллея была не прямой, а что не называется косой, и для этого мне нужно было зеркало. Я видела на просторах интернета, на Пинтересте очень прикольные оптические иллюзии с использованием зеркала, поэтому мне ужасно хотелось попробовать это сделать самостоятельно. И главным элементом, который отражался бы в этом зеркале, пожалуй, было бы крупное окно, в котором сверкал бы огонечек, и он бы отражался в этом зеркале, давая полную иллюзию искривления пространства, скажем так. Для меня, когда я думаю о косой аллее, о Гарри Поттере, основными магазинами, заведениями, наверное, является лавка Оливандера и, собственно, дырявый котел, бар «Дырявый котел», через который Гарри его прошел. Конечно, изначально мне бы очень хотелось, чтобы все эти места были очень ярко узнаваемы, но ввиду отсутствия у меня какого бы то ни было опыта создания таких вот поделок, не знаю, что там у меня получилось, решать, наверное, уже вам. Ну и, собственно, коробки. Как вы видите, я уже ее разрезала, то, что нужно, склеила, проклеила и оставшиеся кусочки не выкидывала. Размер ее мне подошел, так что перейдем к зеркалу. Как вы видите, у меня зеркало состоит из 2 частей. Меньшей, которую я отодрала от теней для век, и большей, которую я купила за 100 рублей в переходе. Ну и, пожалуй, приступим к покраске. Я думала, что покрасить все черным будет хорошей идеей, чтобы не бросался в глаза типичный картонный цвет упаковки. В целом, эта идея действительно была неплохой, но, как вы видите, мой опыт маляра не особо удачный, и пока это все дело остывало, я решила приступить к укладке камня. Понятное дело, что камень настоящий укладывать я не собиралась, так что я купила специальную пенку для творчества и нарезала ее на вот такие симпатичные кубики. И каждый кубик индивидуально я уже решила вырезать непосредственно под форму камня. Почему я не оставила их квадратными? Ну, все просто. Чтобы дорога косой аллеи и обрамление арки, которые вы ранее видели на зеркале, выглядели наиболее натурально.
Это заняло довольно много времени, мне кажется, минут 15-20. Изначально я этот мусор сохранила, чтобы, может быть, использовать позже, но в итоге не использовала. И теперь про клей. У меня куда-то делся клеевой пистолет, поэтому я купила самый обычный клей для творчества и приклеивала в виде мозаики все эти кусочки, похожие на камень, на пол. Наверное, ничего такого особенного в этом нет. Это, кстати, был довольно приятный процесс, если бы пальцы не приклеивались к нему. И в целом, на удивление, мне не пришлось подрезать почти никакие камушки, и получился вот такой приятный пол. Как вы видите, когда я уже ставила зеркало, уже выглядит классно. Так, теперь настало время непосредственно укладывать камень на арку. И стало очевидно, что мне не хватает камушков. Кстати, что мне не очень понравилось в конечном продукте с моей стороны, это то, что не совсем естественно выглядел камень, потому что все-таки в настоящей архитектуре арки выкладываются сначала камушками, а потом уже замощаются камнями побольше. Пока все это дело у нас схватывалось, я решила приступить к тому самому окну, которое должно отражаться в зеркале. Как вы видите, основу я решила сделать из картона, потому что картон имеет в себе дырочки, в которые идеально входят зубочистки, которые стали бы решеткой нашего окна. Используя тот же самый клей, я зафиксировала зубочистки внутри этих отверстий, внутри этих пор и непосредственно сложила две части, оставив их схватываться на некоторое время. Когда уже схватила все это дело, небольшой косяк вы там могли обратить внимание, я решила подумать, как же мне сделать поперечные перекладины. Изначально я думала о том, что нарежу зубочистки на мелкие части, но потом в целом поняла, что даже при использовании одной большой зубочистки поперек всего окна, оно в целом тоже дает необходимый эффект. В конце концов, никто особо не смотрит на мою поделку каждый день. Действительно, использовать зубочистки оказалось несложно. Я использовала самые обычные киевские кухонные ножницы, чтобы убрать остренькие кончики. Наверное, уже можно красить, она вроде подсохла. Ну да, ну и теперь для покраски. Я изначально смешала черную краску с небольшим количеством белой, чтобы получить такой темно-серый цвет. И, конечно, работа над ошибками номер один, то, что действительно я бы всем рекомендовала делать. Используйте изначально серую пенку для творчества. Я просто не смогла ее найти у нас в городе, но если у вас есть возможность, сделайте обязательно. Я добавила самых разных цветов на камень, чтобы он выглядел натурально, и затемнила трещинки. Пока у нас засыхала арка, пришло время красить разные остальные детальки. Пока я смешиваю краски, чтобы получить фиолетовый, напомню, я не художник, возможно, я все делала неправильно, объясню, откуда мне эти маленькие фигурки. Их мне распечатал друг на 3D принтере. В целом они выглядели прикольно, но если у вас их не будет и вы захотите сделать что-то подобное, вообще не страшно. Я думаю, их можно с тем же успехом вырезать из бумаги с помощью канцелярского ножа. К тому же их было сложновато красить, несмотря на то, что я акрил не смешивала с водой, потому что у меня не было нормальной грунтовки. Я уже нанесла краску, я поняла, что вот эти окошки на нем совсем уж маленькие по сравнению с ливанской витриной. И я нашла вот такие детальки, которые я не помню, для чего нужны были. И подумала, что самое время сделать из этого дворика такое мощное окно, которое будет входом, пожалуй. Да, с этим окном, честно говоря, я намучилась. Я решила оставить этот монтаж здесь по одной простой причине, чтобы вы видели, что не все так просто получается у новичков. Наверняка, если бы у меня был клеевой пистолет, это было бы в 7 раз быстрее, потому что клей горячий схватывается, остывает и все держится замечательно. Но в итоге на то, чтобы склеить это окно, я потратила, наверное, в общей сложности часа 3. Пока у меня засыхали, приставали более-менее к пластику 2 зубочистки, я приклеивала следующие, первые отваливались и так далее. Ну и, собственно, теперь вы видите остывшую, покрашенную, засохшую, я имела в виду, поделку и макет двери, который я склеила из остатков картона. Я хотела изначально сделать больше окошек, но решила все-таки сделать одну большую дверь. Для того, чтобы сделать кирпичные стены, изначально я хотела вырезать
фактуру на пенке с помощью такого канцелярского ножа, но, к сожалению, эта идея провалилась, так что я взяла и нарезала весь лист этой пенкой для творчества на кирпичи. Их я уже не вырезала фигурным образом, потому что подумала, что кирпичи, они в Африке кирпичи. И для того, чтобы замостить мои стенки, я обвела примерное положение моих окошек и дверей, чтобы не клеить кирпичи туда, и начала приклеивать сами кирпичики в достаточно рандомном порядке, чтобы это выглядело немножко неряшливо. Вот уже следующий день, и вся моя замощенная поверхность готова к покраске. Если бы я что-то сделала иначе, наверняка я бы просто сделала кирпичики поменьше, но, честно говоря, к тому моменту я уже очень хотела увидеть конечный результат, и мне совсем не хотелось возиться с маленькими кирпичиками. Ну и опять же, если бы моя пенка была изначально вот такого цвета, мне было бы гораздо проще. Наконец, окошко засохло. Пока я крашу дверь, хотелось бы о нем рассказать. Как вы видите, у него тоже получилась решетка. И здесь я как раз-таки применила подход с разрезанием зубочистки на маленькие кусочки и приклеиванием. Здесь мне уже понадобился пинцет, потому что пальцами это не получалось сделать, и все безбожно абсолютно прилипало. Как вы видите, подсохшие уже стены я подкрасила разными другими цветами, чтобы это выглядело опять-таки чуть более неряшливо. Как мне кажется, в Гарри Поттере все волшебники какие-то немножечко свинюшки. Черным я решила подчеркнуть расщелины между кирпичами, а то после покраски фактура немножечко потерялась. А теперь один из самых финальных дней проекта. Я распечатала в копи-центре на цветном принтере, как вы видите, сценки из Гарри Поттера. Еще один косяк, слишком они получились большие, пришлось выкручиваться. Эти картинки я хотела вклеить внутрь, всех окон и дверных проемов, чтобы это выглядело здорово. Честно говоря, не особо это заметно в готовом изделии, особенно вечером, но приятно, что там у меня все-таки настоящие сценки из дырявого котла и из оливандеровского магазинчика. Расклеив все эти уже приспособления и так далее, я начала приклеивать окна и двери. Дверь, чтобы оставалась открывающейся, я приклеила не на клей, а сделала своеобразную щеколду из цветной бумаги. Ну и напоследок я начала делать дырочки для моих огонечков с помощью того же канцелярского ножа. Поскольку это был картон, сделать это было легко, и изначально, как вы обратите внимание, у меня дырочки были сделаны только в большом окне оливандер и в малом окне, и уже после того, как я посмотрела на конечный результат, я добавила по огонечку в эти 3 верхних окошка над дверью. Как вы видите, все очень просто в плане освещения. Я просто сняла, не знаю даже, как это назвать, в общем-то, сняла шарики с декоративной гирлянды и сами огонечки вставила в отверстие. И вот так вот оно все выглядит. Вертикально оно тоже выглядит довольно прикольно. На мой взгляд, ощущение присутствия не то чтобы есть, но имеется. И когда ты уже включаешь свет, выглядит очень мило. Так что вот, так у меня все получилось. Если вам было бы интересно сделать это самостоятельно, очень рекомендую. Приятное времяпровождение и всего вам хорошего!